Всем привет, мои дорогие зрители! У нас прогноз энергия августа для знака зодиака Дева. Давайте посмотрим, какие энергии будут внутри вас, вокруг вас происходить в августе. Также я советую вам смотреть по вашему асценденту для более полной картины. Хорошо, работаю я на Таро Акаши. Эта колода имеет доступ к вашим хроникам Акаши. Энергия августа, знак зодиака Дева. С какими энергиями вы входите в август из июля? По этой информации вы поймете, резонирует ли с вами расклад. Что у вас будет происходить в августе? Первая декада, вторая декада, третья декада августа, у вас королева и король силы. Причем королева перевернутая. Хорошо. И энергия, с которой вы выйдете из августа в сентябрь. Да, для кого-то из дев здесь развод между королем и королевой силы. Кто-то может потерять работу. То есть вот какой-то корона внизу. У кого-то с головы падает корона. Ладно, давайте сначала начнем. Энергия, с которой вы входите, это у нас единица роз. Карта называется commitment. Это обязательство, это соглашение. Но карта перевернутая. В прямом положении мы видим, лежит контракт, который освещен светом, и кругом лежат лепестки роз. Когда карта ложится перевернутая, она может показывать на разделение, разрыв в контракте. Это может быть полный разрыв связей, например, развод, потеря работы или закрытие бизнеса. Может быть разрыв для кого-то бизнес-отношений. Да, здесь может быть какая-то неудачная инвестиция или, может быть, покупка-продажа дома может провалиться. Да, карта говорит, какую бы форму этот вопрос не принимал, в основе опыта лежит эмоциональный компонент. Вам обязательно нужно выразить ваши чувства, не держать их внутри и постараться справиться с этой потерей. Но не думайте и не настраивайте себя слишком катастрофически. Да, вот эта потеря, разделение могут для вас сейчас казаться очень трудными. Но у вас есть возможность с этим справиться и снова встать на ноги. Да, для кого-то, может быть, энергия указывает на разделение. Может быть, вам придется куда-то далеко уехать. Это может быть по служебным делам, может быть, по личным причинам. Да, здесь еще часть этого сообщения может относиться к вам. Не забыли ли вы свои собственные приоритеты? Задайте себе вопрос, не ставите ли вы себя последним или отказываетесь от своих собственных потребностей. Если это так, то для вас сейчас пришло время начинать делать что-то уже и для себя. Самое главное, постарайтесь не упускать из виду самое величайшее партнерство из всех. Это вашу связь с вашим высшим, вечным, могущественным и ценным «Я», которым является ваша душа. Первая декада августа ложится королева силы. Карта перевернутая. В прямом положении мы видим, женщина стоит на льду, при этом сохраняет равновесие и баланс, держа в одной руке энергию Солнца, а в другой энергию Луны. И при этом она как бы балансирует этими энергиями. Эта карта показывает очень сильного, мощного человека с огромной энергетикой и с огромным влиянием. Но когда эта карта переворачивается, она может показывать женщину в вашей жизни с разбитой на куски энергии. Этот человек может быть членом вашей семьи, окружения на работе или другого рода отношений. Вы можете ощущать некоторые волнения или дисгармонию, а в некоторых случаях этот человек может не замечать вашего большого душевного интереса. Вообще эта женщина может неправильно использовать свою власть, влияние, критиковать вас,
что может негативно повлиять на ваши отношения с самим собой и с другими людьми. Если вы сейчас увидите такое отношение к вам, то для вас наступает время говорить за себя, расставить границы и требовать уважения. Но если вы не в состоянии изменить то, как эта женщина к вам относится, значит, уходите от нее прочь. Да, эта карта может говорить, что вы или важная для вас женщина также может испытывать серьезный дисбаланс в энергиях, может быть, потерю чувства силы. То есть могут быть времена, когда вы чувствуете себя оставленным во мраке и не знающим, что делать дальше. Здесь может быть потеря работы в какой-то крупной компании. Если вы сейчас являетесь королевой силы, то для вас наступает время восстановить вот этот баланс, ощутить вашу внутреннюю силу, не позволять вот этой ситуации, которая происходит вокруг вас, выбить вас вот из этого центра, из этого равновесия. У вас хватит сейчас сил вернуть баланс обратно в вашу жизнь. Вот вторая декада августа, это у нас 20-й старший аркан. Карта называется Will, Wisdom and Mind. Это воля, мудрость и разум. Но карта у вас ложится перевернутая. То есть когда мы видим, что здесь находится корона высоко над головой. Эта карта передает, что человек силен, он обладает влиянием, властью и очень много сил. Но когда карта переворачивается, она может говорить, что ваш авторитет сейчас будет занижен. Здесь может быть потеря должности, местоположения, точки зрения, возможностей. Ну, может быть, все-таки это у кого-то касается именно отношений. У вас сейчас будет ощущение, что вы потеряли энергию, силы, способности, возможности. И вообще вы не чувствуете поддержки ваших духовных наставников. Да, сейчас вы можете быть очень активны, но ваша энергия будет тратиться впустую. Здесь велика вероятность движения по кругу, вокруг одних и тех же проблем. То есть ваши действия будут повторяющимися, и непонятно вообще, что будет дальше. Но вот этот герб, как ни крути карту, он выглядит одинаково. И он говорит, что вы можете выстоять в эти тяжелые времена. Но вам нужно будет навести порядок в мыслях, восстановить вашу связь с вашими духовными наставниками и начинать все заново. Самое главное, осознайте вот эти силы, которые есть внутри вас. И вам нужно будет привести ваши эмоции, духовность, физическое равновесие обратно в вашу жизнь. И тогда ваша корона вернется на место, туда, где она должна быть. Да, здесь у нас ложится третья декада августа. Это у нас король силы. Карта у вас прямая. Этот человек является силой, которая оказывает успокаивающее влияние, в данной позиции, на зверей, которые являются врагами в естественной природе. И эта карта указывает на человека, который обладает очень мощной и позитивной энергией. И он придет в вашу жизнь благими намерениями, как бы излучая доброту, честность. Если вы еще не знаете этого человека, то он появится у вас в третьей декаде августа. От него может поступить помощь, поддержка в каком-то определенном проекте, в рабочих вопросах, вообще в вашей жизни в целом. Но также это может быть новый любовный интерес. Но для того, чтобы вы были открыты для приема такого человека, вам нужно убедиться, что вы с нежностью и уважением относитесь к самому себе. Также для вас или для важного мужчины в вашей жизни может быть предстоящая должность, которая, естественно, для короля силы. Это может быть что-то связано с энергиями, естественными науками, науками о Земле, может быть экология. То есть любая деятельность, которая связана с природой. Все это может принести пользу для вас или для этого человека. Но тут не важно, будь вы женщиной или мужчиной, это также может показывать важную сторону вас самих. Сейчас вам нужно почувствовать вот эту гармонию, красоту природы и познать эти мощные силы, которые движутся внутри и вокруг вас.
Эта карта может показывать вас. То есть вот здесь вы потеряете энергию, что-то разобьет вашу энергию на куски. Да, может быть потеря должности, потеря отношений, но здесь или помощь от кого-то, или карта говорит, что вы сможете восстановить свою энергию. И энергия, с которой вы выходите из августа в сентябрь, здесь у вас ложится пятерка ключей, карта перевернутая, она называется «Желания исполненные». В прямом положении мы видим, что здесь дом полная чаша. Здесь и явство, и вина, и корзины с хлебом, с фруктами, овощами. Ключи, монеты. Сам дом шикарный и вид из окна потрясающий. Но так как карта ложится перевернутая, она может говорить, что вы будете ощущать, что ваши мечты где-то очень далеко. Но это не так безнадежно. Просто вам нужно больше работать, чтобы изменить эти обстоятельства. Ну а также изменить вашу реакцию на них. Самое главное, постарайтесь не переходить в оборону, оставайтесь сильными, стойкими, даже, может быть, в небольших победах. Самый главный ключ для получения ваших желаний исполненными – это ваша внутренняя сила. Поэтому продолжайте работать над своими мечтами, и тогда ваши мечты начнут работать на вас. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание и всего вам хорошего.